Марта была верующей женщиной, которой нравилось еженедельно посещать церковь. Поэтому, когда она узнала, что Лиза, ее старшая внучка, начала ходить в церковь ежедневно, ее переполняли гордость и радость. Но шли дни, и она начала замечать некоторые странные вещи. Она не знала точно, что происходит, но чувствовала, что что-то не так. Она решила, что ей нужно действовать, и как только она узнала секрет Лизы, она не могла в это поверить. Она взяла дело в свои руки и, немного покопавшись, наконец узнала, что происходит с Лизой. Она ахнула, и ее глаза расширились от недоверия. Как это было возможно? Ее глаза наполнились слезами, когда она осознала серьезность ситуации. Она поняла, что Лиза в серьезной опасности. Она просто не могла поверить в то, что узнала о своей внучке. Лиза так долго хранила от нее ужасный секрет. Руки Марты дрожали, когда она звонила в полицию. Что происходило с Лизой? Какой секрет она скрывала от своей семьи? И почему Марта позвонила в полицию? Марта была верующей женщиной. Она выросла в религиозной семье и выросла, посещая церковь каждую неделю. Религия была важна для нее, и она никогда не ожидала, что это приведет к такому ужасному открытию. Марта пыталась передать свои религиозные убеждения собственным детям и внукам, но это оказалось сложнее, чем она ожидала. Ее дети согласились ходить с ней в церковь раз в несколько недель, но ее внуки вообще не были заинтересованы в том, чтобы присоединиться к ней. Марта была немного разочарована этим, но она понимала, что времена меняются, и религия больше не является приоритетом для новых поколений. Поэтому, когда Марта заметила, что ее старшая внучка Лиза стала чаще ходить в церковь, она была вне себя от радости. Однако, как бы ей не хотелось пойти с ней в церковь, она была осторожна и пока не вмешивалась. Она боялась, что если сразу же слишком увлечется, Лиза потеряет интерес. Марта молча наслаждалась этим новым развитием событий. Однако со временем она заметила кое-что, что удивило ее. Лиза начала ходить в церковь не ежемесячно и даже не еженедельно, а каждый божий день. Видите ли, в Лизе было что-то странное. Ее посещения церкви начались совершенно неожиданно. Никто этого не предвидел. Она никогда не проявляла никакого интереса ни к какой религии вообще. Во всяком случае, она шутила по этому поводу или даже высмеивала это к большому огорчению бабушки Марты. Несмотря на то, что теперь она ходила в церковь каждый божий день, в повседневной жизни она вела себя совсем не так. Она часто ссорилась со своими братьями и сестрами и была груба с родителями. Если она выходила и кто-нибудь спрашивал ее, куда она направляется, она только злилась и хлопала дверью, не отвечая на вопрос. Ее даже несколько раз ловили на лжи. И хотя это была не очень большая ложь, церковь явно осуждала такое поведение. Первоначальное волнение и гордость бабушки Марты начали уступать место беспокойству и печали. Что, если с ее внучкой происходит что-то еще? Марта знала, что в ее обязанности не обязательно входило вмешиваться в это, но она все равно решила поговорить со своим сыном Рика. Как только она упомянула Лизу, на лице Рика появилось обеспокоенное выражение. Он тоже был очень расстроен поведением Лизы в последнее время. С ней определенно что-то происходило. В течение следующих нескольких дней Лиза продолжала ходить в церковь каждый день. Ее родители полностью изменили свое отношение к ней и старались оказывать гораздо больше поддержки. Но бабушка Марта по-прежнему присматривала за ней. Все тревоги, которые она испытывала по поводу своей внучки, только усилились, и ей даже не с кем было поговорить об этом. Но сейчас Марта могла подумать только об одном человеке, который мог бы ей помочь – о священнике.
Марта знала священника Николая уже по меньшей мере 2 десятилетия. Она ходила в эту церковь с тех пор, как переехала в этот город 20 лет назад, а Николай был верным слугой веры задолго до этого. Вам повезло бы, если бы на воскресных службах присутствовали 1 или 2 человека в возрасте до 23 лет, но священнику Николаю всегда казалось, что на его беседах присутствовало по меньшей мере 15 молодых людей. В итоге Марта позвонила священнику и спросила, может ли она встретиться с ним, чтобы кое-что обсудить. Николай был занятым человеком, но в тот день он смог уделить 15 минут. Но он действительно хотел знать, о чем будет встреча. Очевидно, Лиза тоже заинтересовалась церковью, когда пастор пришел в ее университет. Она решила попробовать и с тех пор не оглядывалась назад. Затем священник сказал Марте, что на самом деле им не нужна встреча, чтобы обсудить это подробнее, поскольку рассказывать больше нечего. Только что священник сказал кое-что, что сразу показалось ей странным, но она не хотела спорить с ним по этому поводу. Она хотела сначала разобраться во всем этом. Итак, она поблагодарила священника за уделенное время и повесила трубку. Университет, в котором священник по имени Марта, знал, что Лиза туда не поступала и никогда туда не поступала. Священник просто допустил ошибку. Что-то происходило, и священник, и Лиза явно что-то скрывали. Марта была решительно настроена выяснить, что именно это было, но она также понимала, что велика вероятность того, что никто не собирается быть честным с ней по этому поводу. Итак, ей пришлось придумать план, как самой выяснить правду. Благодаря ее очень хорошим знаниям о том, как работает церковь, этот план был разработан быстро. Несмотря на все то, в чем священник Николай был хорош, было широко известно, что он не был лучшим в принятии исповеди. Судя по всему, ему было трудно слышать о чьих-либо неблагоразумных поступках, главным образом потому, что он был очень строг в своей вере и просто не мог простить определенные вещи. Но это также означало, что он свел часы исповеди к минимуму. Он проводил их только утром с 8 до 9, а затем уходил из кабинки. Марта прикинула, что если однажды утром она будет последней, кто сделает признание, то сможет прятаться в кабинке для исповеди часами напролет, и никто не придет проверить. Это дало бы ей возможность шпионить за Николасом и, надеюсь, за ее внучкой Лизой. Это казалось надежным планом, и Марта привела его в действие уже на следующий день. Терпение Марты было вознаграждено, но, к ее удивлению, первой в церкви появилась не Лиза. Это была другая женщина, примерно того же возраста, что и ее внучка. Николас вышел из своего кабинета, чтобы поприветствовать ее, а затем они вошли внутрь. Это заняло максимум 5 минут, а затем женщина снова ушла, поблагодарив священника. Марте вся эта сцена показалась немного странной, но пока она по-настоящему не волновалась. Но это чувство быстро изменилось, когда в церковь стало приходить больше молодых людей, чтобы встретиться со священником Николасом 1 на 1. Все они были до жути похожи, их приветствовали, они заходили в офис всего на 5 минут, а затем снова уходили. Каждые 10 минут кто-то еще входил в эти двери, как по маслу, и Марта узнала всех этих людей по воскресным службам. А потом, внезапно, Лиза появилась почти из ниоткуда. Как и остальных, Лизу поприветствовал Николас, и они вошли в офис. Но тут Марта заметила, что дверь в офис закрыта не полностью. Поэтому она глубоко вздохнула и решила рискнуть. То, чему она стала свидетельницей, чуть не сломило бедную старушку. Она знала, что, скорее всего, ей никто не поверит. И поэтому она решила записать это на видео в качестве доказательства. Ее руки дрожали, но как только она сняла видео, Марта быстро вышла из церкви.
Она была совершенно потрясена своим открытием и не знала, что делать с этой информацией. Но чем больше она думала об этом, тем яснее становилось, что ей просто нужно позвонить в полицию. Сначала им было трудно поверить в историю Марты, но когда она прислала видео, офицеры поняли, что от правды больше никуда не деться. Поэтому полицейские быстро направились в церковь, где все еще ждала Марта. И как раз перед прибытием полиции в церковь проник еще один молодой человек. Когда полиция примчалась в офис, им удалось поймать священника и молодого человека на месте преступления и надеть на них обоих наручники. Они также провели быстрый обыск в его офисе и быстро собрали достаточно улик, чтобы возбудить серьезное дело против этого злого человека. Священник был наркоторговцем. Он собирал местную молодежь в этом районе, чтобы она продавала ему его товары и давала им процент от прибыли. Все они зарабатывали на этом очень хорошие деньги, что едва не привело к эпидемии в городе. Но полиция, наконец, положила этому конец. Они искали человека, который годами наводнял этот город контрабандой, но им даже в голову не приходило обратиться за ответами в церковь. К сожалению, среди этих людей была внучка Марты Лиза. К счастью, люди, которые продавали для священника Николая, были приговорены не к тюремному заключению, а только к солидному штрафу и многочасовым общественным работам. И в конечном итоге это принесло много пользы Лизе. Это дало ей время поразмыслить над ошибочностью своего поведения, и она захотела внести улучшения в свою жизнь. Теперь она начала прилагать много усилий, чтобы закончить школу, и пыталась наладить отношения со своей семьей, даже со своей бабушкой Мартой, которая раскрыла ее мрачную тайну. По прошествии некоторого времени она даже смогла поблагодарить Марту, поскольку Лиза не знала, где бы она оказалась, если бы не вмешалась ее бабушка.